Приветствую всех своих подписчиков. Но продолжаю я тут донастраивать, подгонять, тестировать то, что этот вариант третий, который вот я вам показывал в предыдущих видео. Вот. Вроде как, ребята, работает и работает очень хорошо. Сегодня погоняю, поплавлю алюминий в железном тигле. Вот. Ну, подольше посмотрю, как с железным будет справляться. Потому что железный тигель это такое, ну, не для серьезных работ. В принципе, так расплавить, вылить нормально. Если там, ну, для алюминия нормально. Если под, допустим, под бронзу, под латунь, под медь, лучше тогда использовать из нержавейки, из толстостенной такой, из трубы. Ну, либо графитовые тигли. Ну, а под металлы такие типа серебра, там мельхиор, то лучше уже, вот если сплав там мельхиор, ну старые ложки там советские, они серебро напоминают, мельхиор. В принципе, тоже плавится, у них температура плавления примерно такая же. Вот, в принципе, лучше, конечно, в графитовом тигле. И почище будет отливочка, не будет там никаких окислов, никакой грязи туда не попадет. Вот, ну, как-то так. Ну давайте начнем. Сейчас поплавлю, покапаю. Я тут тазик приготовил, куда будет капать у меня. Просверлил дырку в дне тигля. Как раз плавится, он должен начать капать в воду и гранулами. Вот. Сегодня, как я сказал, решил в гранулы перегнать, потому что вот такие у меня алюминиевые есть всякие. Тогда не подумал, плавил, вылил просто так. Короче, хлам переплавлял. Что в тигель-то это не лезет. Соответственно, пилить алюминий и как-то ломать его тоже никак. Поэтому с этим надо что-то делать. Поэтому я обычно в гранулы перегоняю. Там тигель, есть отверстие. И когда туда загружаешь, он начинает капать в воду. Там стоит вот чан с водой, и образуются такие гранулы типа дроби, вот, ну, по размеру, может чуть побольше, там в зависимости от отверстия какой. Сегодня вот я алюминий чуть-чуть, ну, заодно погоняю этот инвертор, потому что вроде как он нормально работает, все, мне главное понять, насколько он, ну, при продолжительных работах. Ну и кое-что тут в гранулы перегоню, вот из того, что у меня здесь есть всякий хлам. Вот это вот, ну это вроде влезает. Ну да, в принципе влезет. Когда разогреется, пролезет, проплавится. Вот. Ну вот это тоже расплавлю все туда. Вот. Ну и посмотрю, как это будет. Просто дырочку я такую просверлил небольшую, в принципе. Ну вот еще у меня тут эти тоже остатки алюминия. Тоже они тоже туда не лезет, и пилить его это... А когда в гранулах все, то удобно, по весу там взял сколько надо тебе этих гранул и расплавил, вылил в форму и все. Ну короче, тут вот какие-то обрезки еще вот свернул алюминий. Ну сейчас поплавлю. Ну, поскольку у меня отстроено под нержавейку больше и под графитовый тигель, поэтому железный, чтобы нормально все работало и не надо было переключать там напряжение, как я в предыдущих видео показывал. Ну, просто отстроено так, что сначала медленно греется, а после точки Кюри уже нормально греется, и на больших токах можно все это дело делать. Поэтому сейчас он пока прогревается. Вот, но зато не надо там переключать. Получилось более универсально. Соответственно, те, кто закалкой занимаются, тем, конечно, важен вот этот быстрый нагрев, чтобы быстренько прогреть и все, и пойти заниматься другими делами. Вот. Но мне для плавки, в принципе, все равно. Я могу подождать, тем более, что там потребляет всего 900 ватт, 4 ампера. Поэтому тут это, ну, совсем не напряжно. Оно постоит так минут 15, прогреется, а потом уже можно дать любые токи. Мне важнее, чтобы сам инвертор был холодный и работал продолжительное время, чтобы можно было его включить там на целый день, и он бы пахал целый день. Ну, сделал одну отливку, вылил, еще тигель не остыл, туда загрузил опять.
как бы поставил, он догрелся и все нормально. Поэтому с этой точки зрения вот для плавки все нормально работает. Ну и графит, в основном графитовые тигли надо использовать. Во-первых, если цветные металлы, ну допустим серебро, и если у кого есть лишнее золото, то и золото, но нельзя плавить в железных и стальных там никаких. Вот графитовый только, иначе он там наберет всякой гадости в себя этот сплав и будет уже нечистым. Поэтому вот если серебро плавить, то лучше в графитовых тиглях. Поэтому для плавки графит. И так вот какие-то безделушки отлить из алюминия, из латуни, там, ну из отходов можно сказать, то тогда ну, можно и в железном или в каком-то стальном тигле, ну чтобы лишний раз не жечь графитовые. Но если что-то серьезное и с хорошего металла лить, то лучше, конечно, использовать графитовые тигли. Ну а так, конечно, лучше графитовый, ну либо тигель из нержавейки, вот то, что я показывал. Вот. Он тоже не очень быстро, они вначале греются, но стабильно, они все время на больших токах, поэтому все-таки получается в целом быстрее, чем железный тигель греется. Ну, железный, чисто у него окислов много, он тоже обгорает. Ну, такой для каких-то очень грязных работ, то может подойти, если что-то там надо вот так сделать. Ну, вот такой вариант. Поэтому вот этот инвертор получается, ну, что я как показал, там сразу трансформатор сидит на трубке. Тут не переключить мне напряжение. Так бы можно было напряжение поднять, ток бы увеличился, прогреть до точки Кюри и потом опять переключить. Вот в таком варианте это сделать сложнее. Вот в тех вариантах, где с внешним блоком, там просто переткнул разъем и все, и дальше занимаешься плавкой. Вот, поэтому вот есть плюсы и минусы у каждого варианта. И такая конструкция может быть, и такая конструкция может быть. Тут сам принцип, что это возможно, что это работает стабильно, и такой вариант. И это все несложно. Подсыпал буры чуть-чуть. Ну все, там уже вон плавится. Вот это вот уже мягкая такая стала. Внизу там уже под это оплавляется. Сейчас должно начать капать. Вот бура вот такая у меня, покупал тоже на рынке там когда-то. Но это медицинская, это чистая. Для плавки можно и такую техническую буру. Кинул туда он еще большую колобашку. Ну там разогревается. Сейчас пойдет уже скоро. Просто на тех бы инверторах, вот, с которыми с внешним блоком, я просто бы переткнул бы сейчас напряжение на более высокое внешний блок. И у меня бы очень быстренько разогрелся там до 800 градусов тигель, ну буквально там минутки за 3. А потом я переткнул бы на пониженное напряжение и все, и работал бы дальше как обычно. Вот в этом отношении, если работать с железными тиглями и с железом, то удобнее с внешним блоком. Если работать на тигле графитовые или из нержавейки, то такой вариант максимально бюджетный. Ну тут, ну и то работает, видите. Ну вот, подходит к точке Кюри, вот токи начинают набегать. Видите? Тут я ничего не регулирую, так и оставляю. Не уменьшаю, не увеличиваю. Сейчас точка Кюри перейдет. И потом начнет падать. Ну и соответственно там уже разогрев уже хороший. Вон, сейчас эти колобашки начнут, вон, уже шевелятся, плавятся там внизу. Ну вот 13 ампер дошло, 14. Блин, много. 16.
Ну все, вот до 16 как раз, вот как я и предполагал. До 16 доходит и все. И идет обратно. И как раз там нормально идет уже температура. Вон они начали плавиться там. Осели. Колобашки мои. Ну вон. 11 ампер, частоту чуть-чуть увеличил. Вот, можно вот до 12 ампер поднял. Вот. Ну это тонкости нагрева железа. Все время он плавает, эти токи, меняются свойства у железа. Ну он там внизу расплавилась, а большая колобашка еще не расплавилась. Сейчас потыкаю чуть-чуть вольфрамовым электродиком, так, чтобы посмотреть. Вон там начало капать под давлением, правда. Какие-то дыры. Ну вот оно там такое уже рыхлое. Сейчас потечет. Все. Дырочка маловато, не хватает. Надо полную вот так, тогда она начнет нормально капать. Ну а так туда вон упало гранулами. Сейчас я туда еще буры чуть-чуть сыпану. С бурой оно там все повеселее обычно. Ну и вот этот окисел. Ну это там цинк, всякая окисел нагорает. Его надо убирать, конечно. Так, надо отверстие побольше. Капать не хочет. Ну, забивается там это окисло, можно чуть-чуть потолще было. Дырочка там у меня. Ну вот как-то так. Ну что могу сказать, довольно стабильно работает, не перегревается уже, но больше часа он у меня стоит, вот греется, алюминий там вот капает, в принципе, ну просто большие куски мне туда не запихнуть, и вот такой вставил, а он очень медленно туда пролазит и остывает тигель.
не прикрыть крышкой. Поэтому, ну, на 12 амперах, в принципе, уже работает час. Все нормально. Воздух из инвертора идет холодный. Вот, трубочки так, ну, слегка теплые, потому что в баке, ну, бак почти не нагрелся у меня. Он, чтобы его разогреть, это надо уж очень приложиться. Сейчас вот это большую догрею, тут погоняю еще. И можно сказать, что тестовое испытание прошел нормально. Ну вот, там он жидкий, уже почти все откапалось. Вот туда, там он уже... Надо чуть побольше отверстия сделать, и будет нормально. Вот мало осталось, уже капать перестает. Когда там на донышке не хватает давления продавить через эту дырочку. Вот. Ну а капает вот так. Там то, что на донышке осталось, хорошо бы не капнуло сейчас. И на кирпичик мы это выльем. Остатки. Ну и все. Пусть остывает. Ну вот так железный тигель работает очень прилично. Отработал долго. В принципе, алюминий нормально. Ну, текучесть у алюминия плохая. Туда надо чуть-чуть цинка добавлять, чтобы он более текучий был. Но нет у меня тут сейчас гранул цинка. Поэтому пока перегоняю в удобную форму, чтобы потом можно было по мере надобности подсыпать сколько надо. Все, выключаю. Даже тут забылся переключить, вынул тигель, ничего не произошло. Странно. Ну ладно, все нормально. Значит, надежно, довольно надежно работает. Для плавки можно использовать. Там все холодное внутри. Трубочки еле теплые. Охлаждения тоже хватает. Так что, друзья, все нормально. Так, чтобы на меня тут сверху не капнуло. Если вдруг. Так. Ну, сейчас покажу, что там у меня получается. Ну, вот такие гранулы. Их удобно потом в форму засыпать. Они быстро плавятся. Вот, и уже вторая переплавка будет алюминий почище. Первая вот грязная плавка, с нее там всякие шлаки выгорают. Ну вот там вот, видите, остается. Это можно либо соль с содой сыпать туда, чтобы шлаки собрать. Вот, ну либо бура. Соль с содой дешевле получается, бура покачественней. Поэтому тут выбирать кто на что. Вот. Ну вот, как-то так. Ну все, проверили аппарат. Аппарат сам работает нормально. Вот. Так что, ребят, можно сказать, удался проект. Вот. Ну, какие-то потом выводы я еще сделаю. Я тут поплавлю, может, еще что-то покажу. Потом латунь попробую поплавить, там медь, и посмотрю, как с этим будет справляться. Ну, уже в нормальном тигле, в этом в графитовом. Но пока что мне было интересно посмотреть, как с железным тиглем будет работать. В принципе, все работает нормально. Немножко долго греется сначала, но зато потом можно выставить любые токи и вообще без проблем. Все, транзисторы справляются, все справляются, все нормально. Так, сейчас посмотрим, что у меня тут на кирпичике застыло. Застыло. Какие-то буковки, наверное, там отлились. Ну да. Тут у меня штамп Елисеев стоит на кирпиче. Ну вот. В принципе, уже, когда вторая переплавка, уже более-менее алюминий такой бесшлаковый идет. А первая плавка обычно очень плохая, поэтому лучше сначала ее в гранулы перегнать, алюминий. Но если он из отходов там вот собран этот алюминий, то лучше его, конечно, в гранулы, а потом гранулы уже начисто и чуть-чуть добавить гранулов цинка.
чтобы текучесть была получше, и тогда уже можно лить в формы. Вот этот алюминий, вот, то, что на кирпич я выливал, все, но он этот влезет потом нормально. Тут его либо вот в такие гранулы отливать надо, либо выливать, делать такую, куда выливать из уголка. И таким длинным прутом выливать. Ну, лить его, он растечется по уголку. И потом от уголка можно просто отрубать нужное количество там по весу и уже для плавки использовать. Ну, смотрите, вот выловил часть. Вот такие гранулы получаются. Это вот первая плавка, ну, всякого хлама алюминиевого. Шлак с него собирается, а при повторной плавке он уже будет нормальный, как я уже говорил. Уже будет нормальный алюминий. Еще часть шлака уйдет и уже будет более-менее чистый. Но в таком вот виде гораздо удобнее держать это все и потом засыпать сколько нужно, там либо по весу, либо по объему, чем вот такие блины. Вот. Его потом не разрезать, не распилить, не положить, ну, очень неудобно. Тем более, вот, я когда-то хлам на улице плавил, еще тестировал другое, я показывал. И просто вылил в тазик с водой. Но эти вообще не разломать, не распилить, мороки много. Надо сразу в гранулы перегонять и не мучиться. Так что гранулы это вот наше все. Любое. В принципе, латунь, там получается более мелкие гранулы. Ну, отверстие он течет лучше, латунь она потяжелее, и, ну и медь тоже. И потом любой сплав можно сделать. Ну а вот это то, что на кирпичике у меня вылито было. Вот. В принципе, уже более-менее чистый алюминий. Шлаки все ушли. Ну, как-то так. Да, вот еще хотел посмотреть. Вот сейчас чуть-чуть остыл. Тигель. Показать хотел. Как он окисляется, снаружи обгорает. Таким... Вот. Видите? Где здесь? О. Такой толстый окисел. Так что он оплавляется снаружи. И, в принципе, железные тигли, если делать, так только толстостенные. Иначе вот у него вот так вот он здесь оплавляется. Сейчас покажу поближе, обобью его. Так что температура скин-слоя очень высокая. Я думаю, что раз он оплавляется, вот смотрите. Ну, видно, что он такой весь плавненько, видите, вот, и обсыпается. Ну и, соответственно, он проживет, хоть он и вот толстостенный, проживет недолго. Сейчас я покажу. Вот труба, из которой я ее делал. Ну вот уже стенки видно, да? А я бы не сказал, что так много я им поплавил. В принципе, вот разница есть. Миллиметр точно уже обгорел. Ну вот. Просто из тонкостенного смысла вообще нет из тонкой трубы делать, потому что теплоотдача будет, теплопередача будет плохая, он будет плохо передавать тепло внутрь, толстостенная еще нормально держит тепло. А так получится, если тонкие стенки, то только загрузил туда алюминий, и он сразу весь остыл, и потом опять ждать, пока все это вместе прогреется. В толстостенной получается, что можно догружать по ходу вот расходования. Вылил, поставил дальше его греть и доложил, и он дальше греется. Ну вот с этой точки зрения нужно толстостенные тигли. Вот. Ну, конечно, каждый раз я говорю, что оптимально графитовый тигель. Это от бедности, можно сказать, вот использовать вот такие. Ну и когда что-то вот типа вот как сейчас я поплавил, чтобы первая плавка перегнать просто
в гранулы. Но можно использовать, что попало, по большому-то счету. Ну ладно, друзья, все, на сегодня все. Поплавил, посмотрел, погонял. Мне главное было его долговременно, так, чтобы он работал на нормальных токах. Все нормально. Я тут часа 2, наверное, вот возился, он у меня грел этот тигель. Проблем нет. Ну, я все показал, рассказал. Так что конструкция такая, да, может быть. Очень бюджетненько, для плавки вообще превосходно. Но я потом попробую еще в следующих видео. Покажу, как такая конструкция будет пруд греть, допустим. Ну, либо на этом же индукторе, либо прикручу другой свой индуктор, который более высокочастотный такой, чтобы на частоты на нормальные выходить. Ну и все. Ну так что все, ребята, все. Всем пока, удачи, не болейте. Ну и как всегда, будьте по жизни позитивны. Пока.